Друзья, привет! В этом видео я расскажу, во сколько нам обошелся наш фундамент. Покажу и расскажу об испытаниях бетона и не только. Подписывайтесь на канал, делитесь своими мнениями и советами в комментариях. Приятного просмотра, поехали! После демонтажа опалубки я решил подсыпать щебень к фундаменту. Две стороны я сделал за кадром, остались еще две. К сожалению, демонтаж опалубки я не заснял, но поверьте на слово, П-образные хомуты доставили мне немало проблем. При демонтаже опалубки покоцался утеплитель, потому что мы тут решили перебдеть и сделали эти укрепления. Вот здесь было вот так вот пешкой, я болгаркой срезал, щит когда демонтировал. Очень плохо он снимался. Когда шпилька одна, здесь нету, здесь почти везде по две шпильки были. Это был просто ад снимать. Но вот когда одна шпилька вот такая, это было нормально вообще. Она очень легко снялась. А когда вот так пешкой шло, собственно вот здесь по одной шли, здесь я и нормально снял. А там где пешка была, там было плохо. Вот на прошлой неделе я вот здесь, подсыпал щебня. Здесь щебня было не очень много, так что на что хватило. Ну а здесь уже так поприличнее. Мы берем сейчас на этой стороне и на той стороне. Подметаем и щебеночку возвращаем на место. Ну что ж, приступаем к работе. Выметаю листву и расстилаю остатки пленки так, чтобы по уклону вода стекала по ней и уходила от плиты, а потом засыпаю щебень обратно. Вот что у нас получилось. Здесь, собственно, вот то, что было спереди на прошлой неделе сделано. Это я сегодня вот сделал вот так. Немножко не хватает щебня, особенно на вот той стороне. Здесь уже с песком, тут даже вот чуть не хватило. Ну, и так сойдет, как говорится. Как вы помните, при бетонировании плиты я отбирал образцы бетона и забивал кубики. В лаборатории мы их испытали на 7-е и на 28-е сутки. Кубики хранились в тех же условиях, что и плита. И теперь, зная прочность кубиков, я могу примерно понимать прочность плиты. Если вы хотите перестраховаться и знать, что за бетон вам привезли, то можно взять в аренду в строительных лабораториях формы для кубов. Это стоит не так дорого. Сделать отбор проб в соответствии с ГОСТ. Там все написано достаточно подробно и несложно для понимания и выполнения. Если результаты по кубикам вызывают сомнения и вы хотите знать реальную прочность конструкции, то можно провести испытание неразрушающим методом. Например, сделать отрыв со скалыванием в паре с ультразвуком. Или провести испытание разрушающим методом. Отобрать керны из конструкции и испытать их в лаборатории. По результатам испытаний кубиков получились такие данные. На 7-е сутки средняя прочность партии была 18,6 мегапаскалей. На 28-е сутки 26,6 мегапаскалей. Имея оборудование для проверки бетона, дополнительно я проверил плиту ультразвуком. Отрыв со скалыванием делать не стал, так как меня устроили результаты испытаний кубиков. 2000 years later. С наступлением зимы я закупил газобетон для стен. Зимой поставщик предоставляет скидку, чтобы не забивать свои склады продукцией. Блоки для наружных стен я сразу поставил на плиту, предварительно кинув пруты арматуры для разметки диагонали, а перегородочные блоки остались на земле.
процессе доставки газобетона не обошлось без трудностей. Первая машина при разъезде со встречным грузовиком сползла в кювет. Была сложная спасательная операция моего газобетона, а потом уже вытянули и сам манипулятор. Возможно, нам посчастливится увидеть деньги. Сколько же стоил мой фундамент? Прикладываю таблицу, в которой указаны стоимости материалов и итоговая цена. В комментариях один человек написал, что я закапываю деньги в землю. Не соглашусь. Они не закопаны в землю, они на ней. Да, цена не маленькая, но вроде как делаю для себя. В следующем ролике я покажу, как мы сделали абиссинскую скважину на нашем участке. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Пока!